Многие знают, что медицина в США очень дорогая. Да, это действительно так. За обычную занозу могут запросить $800. При этом люди продолжают платить ежемесячные платежи по медицинской страховке. В среднем семья платит $1152 в месяц. А что делать, если ты не можешь оплачивать эти счета и в целом у тебя не хватает денег на ежемесячные платежи по страховке? И вообще, можно ли жить в США и при этом не иметь медицинскую страховку? В этом видео мы ответим на эти вопросы, а также постараемся разобраться в целом, как устроена сфера медицинских услуг в Америке. Вы на канале American Bulka, и мы начинаем. Начну с того, что в США нет общедоступной бесплатной медицины. Несмотря на то, что страна является лидером по количеству денег, которые она направляет в медицинскую отрасль на душу населения, многие люди этой поддержки не чувствуют. Здесь не работает правило, что ты можешь обратиться в больницу и получить бесплатную помощь по какому-то базовому вопросу, как в большинстве стран мира. Нет, система здесь совершенно другая. Здравоохранение в США представляет собой набор из организаций различных, страховых компаний, медицинских учреждений, здесь есть система госпиталей. При этом большинство из них либо сами по себе являются, либо управляются частными компаниями. Давайте разберемся, можно ли жить в США и не оплачивать медицинскую страховку, не иметь ее в принципе, и вроде бы как сэкономить кучу денег. Либо может ли каким-то образом государство помочь в оплате страховки. На данный момент на федеральном уровне сказано, что наличие страховки не обязательно, но есть несколько «но». Во-первых, в случае отсутствия страховки вы берете на себя все финансовые риски. В видео про зарплаты США мы с вами выяснили, что врачи получают самые высокие зарплаты в стране. Счета выставляются соответствующие. Во-вторых, каждый штат трактует этот закон по-своему. Есть 5 штатов, плюс еще столица страны Вашингтон, Д.С., в которых говорится, что нет, страховка все же обязательна. И если у вас этой страховки нет, то вы обязаны платить штраф. Например, в штате Калифорния наличие медицинской страховки обязательно. Штраф за ее отсутствие для одного взрослого это $800, а на иждивенца штраф $400. Но суммы тоже не маленькие. Так, у меня перерыв на погреться. Каким образом можно оформить страховку? Самый простой способ – это через работодателя. В США есть закон, который обязывает работодателей обеспечивать 95% своих сотрудников медицинскими страховками. Но нужно учесть, что этот закон распространяется не на все подряд компании, а на только такие относительно крупные. Что значит компания обеспечивает сотрудника медицинской страховкой? Это значит, что она приличную часть оплачивает сама, а оставшуюся часть оплачивает сотрудник. Некоторые компании особо щедрые, и они полностью за сотрудника оплачивают медицинскую страховку, но это прям редкость. У нас как раз в семье такая ситуация, у нас есть страховка от работодателя мужа. Про то, сколько она нам обходится, сколько она стоит и что покрывает, я вам расскажу чуть-чуть попозже. Следующий способ – это оформить ее на рынке. То есть вы можете выбрать сами компанию и уже исходя из своих потребностей, состояния своего здоровья и финансового состояния, вы можете выбрать удобный для вас план. Если человек вот так вот индивидуально оформляет, то в 2020 году посчитали, что в среднем один человек, если он именно на себя индивидуальную такую страховку оформляет, она ему обходится $452. Семья платит в среднем $1152. Это очень приличная сумма. Третий способ получения страховки – это участие в различных государственных программах и программах на уровне штата. Есть программа, которая называется Medicaid. Она предназначена для людей с достаточно низким финансовым доходом, либо еще накладываются некоторые условия. Тут все зависит от штата. В некоторых штатах эту программу оформляют люди, у которых просто низкий доход. Например, для штата Вашингтон зарплата должна составлять $18 075 и не больше. В других штатах накладываются дополнительные условия. Кроме того, что у тебя должен быть низкий доход, так еще и либо возраст 65 лет и старше, либо наличие беременности, наличие детей или еще каких-то проблем. Достаточно жесткие условия накладывает эта программа. Если вы не подходите под Medicaid, то не отчаивайтесь. У вас есть еще шанс воспользоваться программой Obamacare.
По факту Обамакер – это закон, который регулирует медицинское страхование на рынке. Но когда говорят именно Обамакер, имеют в виду Обамакер Plans, то есть различные планы страхования. И вы подаете через специальную биржу на сайте заявку на участие в этой программе. Если вы по доходу проходите, то вам какую-то скидку могут предоставить. Размер этой скидки зависит непосредственно от вашего дохода. Вы не можете претендовать на какие-либо субсидии, если вы получаете зарплату больше, чем черта бедности, умноженная на 4. Вы, в принципе, можете оформить какой-либо план из этого перечня, но просто без субсидий. И следующий вариант государственной поддержки – это людям, уже которые находятся на пенсии, 65 лет и старше. Предоставляется страховка бесплатно, программа называется Medicare. Также эта программа предоставляется людям, которые моложе, чем 65 лет, но при этом это человек с ограниченными возможностями, либо у него терминальная стадия почечной недостаточности. Там еще есть какие-то условия на то, что необходимо платить налоги в течение 10 лет. Условия есть, и если интересно, посмотрите в описании к этому видео, я все полезные ссылки, как всегда, оставлю. Что нужно запомнить? Если вы хотите получить какую-то скидку на страховку, вам нужно запомнить 3 названия. Medicaid, Obamacare Plans and Medicare. Все. Запомнили и изучайте, подходите ли вы под эти программы или нет. Обычно люди оформляют не одну страховку, а несколько. Отдельная страховка идет еще на глаза и отдельная страховка для зубов. Все потому, что это отдельное учреждение, соответственно, отдельные специалисты. Давайте теперь представим, что все, страховка есть, и разберемся, куда нам нужно обращаться, в какой ситуации. Стоит отметить, что в Америке в целом развита система чекапов, ежегодных плановых осмотров. Когда ты приходишь к врачу и тебе делают базовые анализы, проверяют на наличие депрессии и в целом смотрят твое состояние. Такие плановые чекапы обычно покрываются страховкой, и они же есть в рамках зубных страховок, в рамках страховок глазных. В чем смысл? Смысл в том, что болезнь лучше предупредить, чем уже лечить ее запущенный вариант. Куда же стоит обращаться, если у вас что-то заболело, вас что-то забеспокоило? Необходимо в первую очередь обратиться к своему семейному врачу. Этого врача вы самостоятельно выбираете и ходите к нему на эти осмотры и в случае каких-то проблем. Врач уже решает, необходимо ли вас направлять к какому-либо узкому специалисту. Сразу скажу, что семейный врач здесь решает достаточно широкий спектр вопросов, но если что-то не в его силах решить, то он направляет к узкому специалисту. И зачастую страховки требуют наличия направления именно к узкому специалисту от семейного врача. Здесь в целом не раздаются направления направо-налево, потому что оно должно быть обосновано. Врач должен обосновать необходимость выдачи этого направления. Поэтому вот захотелось вам, например, просто так провериться, не знаю, УЗИ какой-нибудь сделать. Если нет повода, то никто вас туда не направит, потому что могут возникнуть ситуации, что страховка просто-напросто не покроет этот визит. Что же делать, если вам необходимо попасть к врачу именно сегодня? Не всегда получается записаться в тот же день к семейному врачу. И есть 2 варианта. Первый вариант – это если вы запишетесь, например, к какому-то другому врачу, за которым вы не закреплены, если страховка позволяет, либо обратиться в Urgent Care. Я предпочитаю второй вариант, потому что в Urgent Care вы можете попасть к врачу в тот же день. Там все устроено в порядке живой очереди. Вы приходите, даете свои данные, причину обращения, и вас уже вызывают в кабинет к врачу. Как раз вот в это заведение я обычно и обращаюсь. В принципе, проблему решить могут сразу. Они обычно осматривают, ставят диагноз. Если что-то серьезное, то могут направить непосредственно в отделение скорой помощи. Если нет, то организуют направление к другим специалистам при необходимости. По поводу времени ожидания, здесь по-разному, конечно, как повезет. Я лично ждала от 15 минут до 2 часов. По стоимость услуг здесь чуть-чуть дороже, чем посещение у семейного врача.
Если вдруг вам нужна именно неотложная помощь, то можно позвонить по номеру 911 и вызвать скорую помощь. В моем случае, когда я звонила, приезжали из соседней пожарной части. Они осмотрели, сказали, что жизни ничего не угрожает, но предложили обратиться в ER, Emergency Room. Туда я и поехала, но поехала самостоятельно. Вообще Emergency Room, ER, это аналог нашей скорой помощи. Там, во-первых, оказывают неотложную помощь, там достаточно хорошо делают обследования, у них хорошее оборудование. Если вы посещаете Emergency Room, имейте в виду, что счета там выставляются очень большие. Иногда они измеряются тысячами долларов. Поэтому по пустякам туда ездить совершенно не стоит. Но вот если действительно есть угроза жизни, то да, конечно, это в первую очередь место, куда стоит обратиться. Что касается приезда скорой помощи непосредственно к вам на дом, то это само по себе бесплатно. Но вот если бы ребята меня довезли на своей машине в Emergency Room, тогда бы мне пришлось за это платить несколько сотен долларов. Давайте подведем итог в плане того, что здесь есть. Здесь в первую очередь есть ваш семейный врач в обычной поликлинике, есть urgent care, если какая-то не угрожающая жизни ситуация, неотложная помощь, можно обратиться в тот же день. Есть emergency room, это аналог нашей скорой помощи. Туда обращаемся только в случае острой необходимости, когда реально есть угроза жизни. Стоимость услуг можно проранжировать в том же порядке. Сначала идет Family Doctor, потом urgent care, а затем уже Emergency Room. Давайте теперь на примере рассмотрим ситуацию с выставлением счетов, чтобы понять, как они формируются, сколько их ожидать. Например, у нас ситуация с ребенком, у которого ушные инфекции, принято решение устанавливать трубочки. Первое звено в данной ситуации – это врач, педиатр, который направил ребенка к оперирующему лору. Соответственно, второе звено – это лор, который заключает договор с госпиталем, в котором есть операционные, где, соответственно, проводятся все эти процедуры. Следующее звено – это анестезиолог. Анестезиолог может понадобиться, может не понадобиться, все, конечно, зависит от процедуры. И четвертое звено в данной истории – это сам госпиталь. То есть это помещение, это медсестры, которые помогают сходить после операции. В данном случае клиенту после проведения операции будет выставлено 4 счета. Каждый участник этой цепи, он направляет свой счет в страховку, они там договариваются о цене. После этого, если страховка не все покрывает, остатки направляются для оплаты клиенту. На этом примере я хотела показать, что необходимо внимательно отслеживать все поступающие счета и ничего не пропускать. Каждый счет необходимо оплатить, потому что в сумме это вот оплата за всю вашу процедуру. Возникает вопрос, а можно ли узнать стоимость процедуры заранее? Да, можно. Но ситуация следующая. Вам необходимо у врача запросить код специальный, код процедуры, которую будут проводить. Соответственно, с этим кодом вы обращаетесь в страховую компанию и спрашиваете, вот сколько по этому коду мне нужно будет заплатить. И они тогда могут сказать. При этом стоит учесть, что цифры эти могут быть ориентировочными, потому что, например, ход операции может измениться, там что-то могут добавить или убавить. Поэтому заранее все равно достаточно сложно знать полную стоимость этой услуги. На что еще стоит обратить внимание? Как вы видели, у нас несколько участников процедуры. Нужно перед выполнением какой-либо процедуры убедиться, что каждый участник принимает вашу страховку, потому что есть такие ситуации, когда в целом больница работает со страховкой, а вот конкретный доктор не работает, и тогда страховка не покроет часть услуги. Будьте внимательны, это вам поможет сэкономить много-много денег. Что же делать, если вы не согласны с суммой выставленного счета? Не отчаиваться, это номер раз. Необходимо обратиться в страховую и к врачу, потому что, как и везде, здесь существует человеческий фактор. Кто-то мог допустить просто-напросто ошибку. Я лично столкнулась с подобной ситуацией. Была на ежегодном приеме, а так как он оплачивается, полностью покрывается страховкой, то вообще не думала об оплате этого счета. И потом через какой-то период мне пишут, что у меня задолженность $400. Какая задолженность, простите? И потом мы выяснили, что в этой больнице просто за данный визит не указали, что у меня оплата идет по страховке. Они сами все исправили, все уже без моего участия, но сам факт был. Что делать в ситуации, если вы не можете оплатить счет? Жизнь у нас бывает непредсказуема,
разные финансовые проблемы могут возникать, это понятное дело. Вы не отчаивайтесь, здесь можно обратиться непосредственно в то медицинское учреждение, которое счет выставил вам, и рассказать о своей ситуации. Они могут войти в положение и предоставить скидку, либо предоставить рассрочку. Скорее всего, счет вам все равно придется платить, но либо уменьшенный, либо не весь сразу, что в данном случае будет помощью. Можно ли вообще не оплачивать медицинские счета? Нет, нельзя. Ну, во-первых, это нечестно, потому что услуга все же была оказана. А во-вторых, здесь следят за оплатой счетов. Каким образом? Медицинские учреждения, они заключают договора с коллекторскими агентствами. И вот я оказалась в подобной ситуации по невнимательности. Сейчас расскажу, что было. Мне поступил звонок на телефон. Говорит, у вас есть задолженность, оплатите, вот можете указать карту, и должности не будет. Мне указывать номера карт по телефону как-то представляется нехорошей идеей, нехорошей затеей. Я решила все проверить, и потом уже в случае наличия задолженности, конечно, бы я погасила. Посмотрела в личном кабинете, нет, задолженности нет. Думаю, ладно, уточню непосредственно в больнице, как раз мне там через 2 недели нужно туда ехать. Собственно, до того, как я успела до сюда ехать, мне пришло письмо из коллекторского агентства. Я погуглю, а оно настоящее. Приехали. Потом уже я позвонила в финансовый отдел больницы, выяснила, что да, я пропустила счет, а не вижу я эту задолженность, потому что она уже была передана в агентство. Счет я, конечно, оплатила, но какой вывод я сделала, что теперь нужно на постоянной основе проверять личные кабинеты на наличие выставленных счетов, чтобы, опять же, ничего не пропустить. Хотела пару слов сказать по поводу качества медицинских услуг, которые тут можно получить. С точки зрения обслуживания все достаточно чисто, достаточно технологично, прилично. Все вежливые. Здесь очень удобно именно людям, которые не владеют, например, английским языком. Предоставляются переводчики. Я сюда переезжала без знания английского, и первое время я активно пользовалась этими услугами. Есть несколько вариантов. Первый вариант – это когда к тебе на прием вместе с тобой приходит живой человек-переводчик, и во время приема вы вместе общаетесь с врачом. Второй вариант – это когда по видеосвязи вы звоните переводчику, и третий вариант – по телефону. Если вас не устраивает переводчик, в целом здесь можно найти русскоговорящих врачей. Там, конечно, да, вся документация, все ведется на английском, но поговорить на своем родном языке вы сможете без проблем. Что касается качества услуг, здесь это дело личное, у каждого свое отношение. Здесь просто другой подход. Здесь все четко работают по протоколам, которые были разработаны. Что касается стоимости услуг, действительно, они здесь очень дорогие. И медицинский туризм – это не шутка. Здесь это не шутка, действительно, многие этим промышляют. Потому что здесь это все дорого. Даже имея страховку, это все очень-очень дорого. Настало время рассказать про страховку, которая у нас есть в семье. Как я уже упоминала, у нас страховка идет от работодателя мужа, и ежегодно мы ее продлеваем, обновляем. Нам присылается несколько страховых планов на выбор, и мы смотрим, что в этом году может быть нам выгоднее. С этой точки зрения мы и выбираем план. Обычно планы бывают двух видов. Первый – это когда ты сразу начинаешь платить за услуги какой-то процент. Называется план КП. При этом именно такие планы обычно ежемесячно требуют больших вложений, то есть они дороже. У нас план другой, с дедактибом. Что это значит? Это есть определенная сумма, в нашем случае $3000, которую мы изначально должны выплатить из своего кармана за медицинские услуги, и затем только подключается страховка. Вот мы выплатили 3000, после этого, если мы обращаемся в больницу, то мы платим только 10% от стоимости услуги. Получается, включается функция КПР. А вот если вдруг вы из своего кармана заплатили $6000 в год, имеется в виду на семью, то после этого страховка полностью оплачивает все медицинские счета. Но в нашем случае немножко повезло, потому что половину из этих 3000 нам накидывает работодатель, то есть открывается специальный счет. Если вы вдруг не болели, у вас эта сумма может сохраняться, она переходит на следующий год, эта сумма налогом не облагается, и можно вот так вот подкапливать. Но в нашем случае это всегда расходуется в ноль, и мы доходим до КПФ, но при этом все равно по деньгам вариант с дедактибом для нашей семьи, он чуть более выгоден, потому что ежемесячный платеж меньше, чем если мы изначально
мы брали страховой план именно с КПМ. Сколько мы платим? Платим за базовую страховку, за страховку по глазам, за страховку по зубам $516 в месяц. Семья из 3 человек, 2 взрослых и 1 ребенок. Но, как мы помним, в исследовании говорится, что средняя семья платит за страховку $1152 в месяц, поэтому поблагодарим нашего работодателя за то, что умеет договариваться со страховыми компаниями. Ребята, понимаю, что в этом видео дала очень много информации, но тема сложная, объемная. Я попыталась как-то структурировать, систематизировать, и надеюсь, у вас появилось представление о том, как устроена сфера медицинских услуг в США. Надеюсь, это видео было полезным. Я буду рада и благодарна, если вы будете делиться этим видео с теми людьми, которым это также может быть полезно. Буду благодарна вашим лайкам, комментариям. Подписывайтесь, если еще не подписались. И до встречи в следующих видео. Всем добра, всем пока.